шикарный, белый, огромный, вкусный отель Альбатрос Пэлас Шарм-эль-Шейх. Через это видео я хочу передать всю ту лень, все то солнце, все те приятные теплые эмоции, которые испытывает человек, находясь на отдыхе. Если тебе лень смотреть этот обзор до конца, стоит ли ехать в этот отель, не ошибся ли ты с выбором, да, стоит. Для всех остальных, кто любит под чаек посмотреть мои обзоры, зарядиться классными эмоциями, вас ждет длиннющий, подробнейший, солнечный обзор этого прекрасного отеля. Египет, Шарм-эль-Шейх, сезон 2021-22, Альбатрос Пэлас. И по традиции мы начнем с того, что находится рядом с отелем. Так выглядит вход в отель. Разумеется, охрана присутствует, и охрана смотрит на браслеты. Это дорога в Олд Маркет и на Ама-Бэй. А это дорога в сторону Джорджа Клуни. До Джорджа Клуни 9 километров. До Наама-Бэй 15 километров. До Олд Маркета где-то около 20. Соответственно, нормальный ценник на такси до старого города Олд Маркет это 150 фунтов в одну сторону. На Ама-Бэй 100 фунтов в одну сторону. До Сохо, квартал Сохо там расположен, это где-то примерно 50-60 фунтов в одну сторону. Там 2 километра можно дойти пешком. И Джордж Клуни где-то 60-70 фунтов они уже поедут. Сразу важная информация. Такси лучше брать у отеля либо по дороге там, либо по дороге там. На шоссейке вряд ли кто-то остановится, потому что скорости там огромные, они летят под час и 100-120 километров, поэтому остановиться там будет крайне сложно, чтобы не создать аварийную ситуацию. Такси берите прямо здесь. Цены особо сильно отличаться не будут. Там аквапарк. Аквапарк принадлежит отелю Альбатрос, и в него мы еще сегодня с вами зайдем. А теперь идем ко входу. Да-да, вы правильно увидели. Там расположен Клеопатра торговый центр. Обычный торговый центр, где можно купить все, что угодно. С левой же стороны находится ресторан Санни и один из первых бассейнов. На первый взгляд вам могло бы показаться, что рядом с отелем ничего нет и гулять негде. Потому что там, ребята, пустыня. Грубо говоря, вечером, если вы выйдете, максимум, что из цивилизации вы там встретите, это парочка машин и парочка фонарей. Ну и койота. Кстати, про койота смотрите, будет выпуск на моем канале. Реально, нас чуть не сожрал койот. Точнее, как я узнал потом, это была песчаная лисица. Но есть одно место, с которого вы будете просто в отпаде. Для любителей классно, романтично вечером погулять. Про него я вам расскажу чуть попозже. Оно супер безопасное, супер красивое, интересное. Вам оно точно понравится. Поэтому пока запомните одно. С этой стороны гулять по сути негде. И я вам покажу, где можно. Очередной ресторан Mediterranean, где чуть-чуть отличается ассортимент. И за моей спиной очередная детская площадка. Детских площадок тут много. То есть, если вы едете с детьми, это, в принципе, ваш выбор. Именно сюда, в это место, тебя прямо с самолета привезет автобус. Это лобби. Там рецепция. Там банкомат, где вы сможете снять деньги. Здесь туалет женский, там туалет мужской. И сейчас я вам покажу один из первых ресторанчиков, точнее, это больше бар, где можно посидеть, попить пиво. Кстати, кофе там очень сильно отличается от других мест. Очень стильное, классное место, похоже по стилю на английский паб. Пожалуйста, вот так оно выглядит. Классное местечко, очень тихое, спокойное. Есть терраса на балконе, где тоже очень мило можно посидеть с отличным видом. Вот он, пожалуйста, вам вид. И днем, и вечером классно все выглядит. С бокальчиком легкого алкоголя, либо кофе, либо сока. Свежевыжатого тут, к сожалению, нету. Моей любимой гуавы тут нету, но есть вполне приличный пакетированный сок. В каждом столе стоят санитайзеры. Вообще, к безопасности в плане ковида этот отель подходит очень серьезно. Санитайзеры буквально везде, в любом баре, на всех столиках. Кстати, это именно те столики, где вы встретитесь со своим гидом. Если вы, конечно, ходите на эти встречи. Здесь находится Guest Relation. Именно там можно записаться в а-ля карт ресторан. Да-да, вы поняли правильно, сам отель расположен на возвышении, как бы горе. Лобби повыше, а сама инфраструктура ниже. Конечно же, на стене санитайзер, он пахнет спиртом и он не разбавлен. Это лобби-бар, где можно посидеть и выпить напитки
Вроде как круглосуточно. Рядом с лобби есть бильярд, в который можно поиграть. Мы резко врываемся на территорию отеля и попадаем в самое сердце Альбатроса. Я думаю, что излишне обращать ваше внимание на эти прекрасные бассейны. Там у нас корпуса, и там у нас корпуса и обеденные залы, которые я вам тоже покажу. Отель состоит из огромного количества корпусов, которые расположены на территории как бы ступенчато. То есть это нечто наподобие горы с какими-то ступеньками вниз, где на каждой ступеньке расположен какой-то корпус. Тем самым лобби – самая высокая точка, и самая низкая точка – это пляж. Выглядит это круто. В принципе, сама суть Шарм-эль-Шейха – это такая гористая местность. Хургада же – это плато. Сразу хочу обратить ваше внимание на огромное количество обслуживающего персонала. Они постоянно все чистят и убирают, чистота, натирают полы. И вообще тут с чистотой никаких проблем нет, забегая вперед. И в номерах, и на территории все идеально. Кто там боялся про какие-то ковид-ограничения, в этом плане тоже все хорошо, все дезинфицируется, протирается, да и сами вы тоже не плашайте и протирайте руки дезинфектором почаще. Кстати, слева расположен ресторан а-ля карт. Все спуски тут достаточно крутые. Сначала мне это показалось проблемой, потому что при наличии воды вот на таком спуске, на таких отполированных ступеньках, возможно, было бы и чуть-чуть опасно, можно было подскользнуться. Но, в принципе, за неделю пробивания здесь, к счастью, ничего такого не случилось. Ну и, конечно, мы наконец-то добрались до первого обеденного места. Это главный ресторан. Есть как и места на улице, что логично, и классные стеклянные перила, которые мне очень нравятся, и они не мешают просмотру. Что вечером, что днем, вид тут открывается шикарнейший. Разумеется, есть зал внутри. Везде висят санитайзеры. Все это чистится и убирается своевременно. Насчет обеда никаких вопросов и никаких проблем нет. Здесь есть детский уголок, здесь есть чистая вода, здесь есть разнообразие, огромное количество различных салатов, огромное количество других горячих блюд. Есть яичница, есть яйца, есть творог, сыр, мягкий сыр он еще называется. Есть фрукты, есть выпечка, есть сладкий стол. Есть ваши любимые сосисочки, которые как и отдельно, так и в салате. Есть бобы стандартные. Есть гриль. Грилей по территории много. В каждом гриле готовится что-то свое. Это или котлета кофта, или шашлык, или еще что-то. Курица какая-то. Опять же, ресторанов этих очень много, на любой выбор. И в каждом ресторане блюда отличаются. Конечно, это не касается салатного стола. Салат примерно везде одинаковый. По ходу этой маленькой экскурсии я тоже вам буду показывать каждый этот ресторан. Опа! Опа! Вот что дают в ресторане. А вы говорите, да? Альбатрос Палас. Здесь у нас грибной супчик. А здесь у нас говяжий супчик. Здесь у нас очень вкусный творог, он же мягкий сыр. И огромное количество порезанного миска и разного сыра. Это такой же мягкий сыр, но с перцем. Огромное количество салатов, зелени, всяких добавок, йогурты и прочие классные штуки, которые можно покушать с утра. Как видите, тоже есть фруктовый салат и другие фрукты. Специально для поклонников сосисочек. Сосисочки тут в любом исполнении. Прекрасные свежие круассаны в печке. Ну и, конечно же, с хлебом тут никогда никаких проблем не было. Хлебобулочные изделия в наличии в гигантском количестве. Что касается утра, сегодня завтрак, и это блинчики и тосты. Стандартное уже для отелей блюдо. Стол вегетарианцев, фалафель, бобы и, конечно же, овощи на гриле. Вот по фруктикам тут тоже, в принципе, все нормально. Хурму ел, хурма свеженькая, классная. Груши. Часто очень есть гуавы, кстати, вот эта гуава. И, как видите, какие-то цитрусовые. Без яблочек тоже дело не обошлось. Ну и, конечно, куча вкусных десертов. Разумеется, есть паста с любым соусом. Их много. Пюрешечка, жареная курочка. Разумеется, много овощных блюд. Вегетарианцы тоже найдут, что поесть. И довольно-таки много. Картошечки фри, морепродукты.
морепродуктам здесь достаточно трепетное отношение. Они есть каждый день, и их много. Очень часто креветочки. А теперь я вам покажу, как выглядит а-ля карт. Ресторан а-ля карт. Куда вы можете записаться на guest relation на рецепции и посетить один раз в неделю. Принесли креветочки и какие-то интересные блюда. Наверное, это что-то наподобие крупы, риса, каши. Еще креветочки. И, разумеется, чечевица. Вкусные палочки хлебные и салат. Конечно же, напитки можно выбирать какие угодно. Все это бесплатно. Но я выбрал гуаву и воду. А вот так выглядят в ресторане а-ля карт десерты. Они отличаются от тех, что положены в основном ресторане. Мусорников на территории огромное количество. Люди ими пользуются, что меня несказанно радует. Кстати, слева очередной ресторан Кулина. Да, там немножечко отличается ассортимент. Есть суперские классные лепешки и стол с восточными сладостями. Кстати, во всех остальных ресторанах сладости самые обычные, но очень качественные. Мое жирное тело не даст соврать. Бассейн тут, бассейн там. И даже есть знаменитый Infinity бассейн. Бассейн без края. Я вам его тоже покажу. Есть стол для настольного тенниса. По всей территории хитро разбросаны корпуса. Зелень присутствует. Ее не так много, как я видел в других отелях, но в принципе достаточно, чтобы создать ощущение уюта. Зелень очень аккуратная, газоны очень чистые, их убирают, опять же, куча сотрудников. Выглядит все это классно, с отеля со своего второго этажа балкона наблюдать за этим всем одно удовольствие. Не смотрите, что здесь, если вам, допустим, попался номер возле бассейна, что вы не сможете отдыхать, спать. В 6 часов все бассейны с наступлением темноты закрываются, музыка прекращается, в 11 часов музыки вообще нигде нет, тишина и покой. Бывает, что где-то кричат пьяные туристы, но это характерно для всех отелей. Конечно же, очень много душиков, они есть как возле бассейнов, так и на пляже. Пляж я вам еще покажу, и номер я вам наш покажу. Номер выше всяких похвал, он крутой, дождитесь, пожалуйста, номера. Разумеется, возле каждого бассейна есть специальный человек, который следит за безопасностью людей. Если что, они реально реагируют. Насколько это круто выглядит? Максимально. Мы в Египте. Опять же, там корпуса, по этим маленьким дорожкам, тропинкам мы ходить не будем, их тут много, здесь целые лабиринты, на самом деле свой номер найти достаточно сложно и выучить к нему дорогу еще сложнее, поэтому по каждой этой дорожке мы ходить с вами не будем, знаете, что в каком-нибудь из этих уголков будет и ваш номер. Территория у отеля большая, гулять не перегулять. И есть еще кое-что, о чем я вам расскажу, где можно круто и романтично провести вечерок. Это пляж. Туда мы направимся чуть позже. Там тоже корпуса, там анимация и наш номер, который я вам тоже покажу чуть-чуть попозже. А мы пока с вами сходим к Infinity бассейну. Очень модному, классному бассейну, вода в котором сливается с линией горизонта. Вот мы и дошли до него. Глубина Infinity бассейна 140 сантиметров. Это мало, и это классно. Ведь он не для того, чтобы в нем плавать, а для того, чтобы в нем отдыхать, чилить и быть на расслабоне. Я стараюсь вам максимально показать, как это все работает. Видите, вода сливается с линией горизонта. И этот бассейн был придуман для крутых фотографий. И здесь их можно сделать. Интересный факт, Infinity бассейны строят в отелях очень высокого уровня. Опять же, давайте попробуем водичку. Водичка прохладненькая. Но насколько может быть прохладная вода в 30 градусов жары в Египте? Нормальная, хорошая вода. Давайте я вам покажу, как технически работает Infinity бассейн. Именно вот таким вот образом достигается эффект, когда вода сливается с горизонтом. Она просто переливается через борт и возвращается в бассейн обратно. Опять небольшая тропинка наверх, опять корпуса, в каком-то из них ты, мой друг, и будешь жить. Стиль очень сильно напоминает Грецию. Такие же белые, светлые тона с голубым. И именно зонтики бело-голубые принадлежат нашему отелю. Кстати, это граница с соседним отелем. И тут мы подходим к очень интересной фишке. Тут можно путешествовать по территории других отелей. Проходите по их территориям.
И вот это место, где мы сейчас находимся, вот это вот, это гигантский променадище, который захватывает очень большую часть побережья. Мы насчитали где-то 2 километра в ту сторону и где-то примерно километр в ту сторону. Это вход на пляж. Разумеется, куча мусорников. Это для бычков. И вот такие вот с синими пакетами для бутылочек. По местам я вам скажу, у нас ни разу не было никаких проблем. Места всегда находились. И если не было мест, просто можно было попросить специально обученного человека, и он такое место нам быстренько находил. Отблагодарить такого человека можно было, дав ему, к примеру, бумажку 10 фунтов. Это недорого, а ему приятно. И в следующий раз он будет встречать вас как дорогих гостей. А вот таким вот образом выглядит пляж. Сразу вам скажу, что это не бухта на Ама-Бэй, и ветер здесь есть. Пляжная линия очень длинная, и здесь есть как и каменистый вход, так и песочный вход. Песочный вход будет в той стороне, и его я вам тоже покажу. Также там есть понтон, специальный понтон, с которого можно поплавать и посмотреть рыбок. Это называется снорклинг. Риф там очень крутой. А вот мы уже и дошли до места, где вход песочный и очень мягкий. Поэтому и вам, и вашим детям не будет никаких проблем в это море зайти. Пожалуйста, никаких ежей, чистейшее дно, все классно. Но, пожалуйста, помните, что там начинаются кораллы. А это уже голыми ногами большие проблемы. Мы с вами дошли до понтона и сейчас отправимся к кораллам и посмотрим, что там по рыбкам у нас. Говорят, коралловый риф здесь прекрасен. Где-то там вдалеке остался наш отель. Понтончик суперски качается, потому что ветер. Это непередаваемое ощущение. Есть в аренду спасательные жилеты, маски, ласты. Но, разумеется, лучше иметь свое. Зеленый флаг говорит нам о том, что купаться можно. В отеле просто огромное, гигантское количество людей, особенно детей, с перебинтованными и загипсованными руками и ногами. Это результат встречи с кораллами. Поэтому, друзья, будьте, пожалуйста, очень-очень сильно аккуратны. Кораллы — это крайне опасная штука, но тем не менее очень красивая. Однако тут можно купаться вообще без проблем. Дно прекрасное, никаких камней и кораллов тут нет. Зато прямо возле берега есть вот такие вот прекрасные огромные рыбки. Это уникальнейший отель, и в первую очередь он уникален для Шарм-эль-Шейха тем, что он универсальный. Здесь есть и песчаный заход для любителей спокойного моря. Там могут купаться ваши дети, там могут купаться вы сами, если вы любите мягкий песочек. Также здесь есть понтон с кораллом, где происходит массовый снорклинг, массовый просмотр рыбок. И все это на расстоянии буквально нескольких сот метров. Территория самого пляжа, она прямо гигантская, и место есть всем. Совершенно никаких проблем с поиском места мы не испытывали ни разу. Сейчас мы подходим с вами к еще одному месту, место дислокации анимации. Да, еще один вопрос этого отеля. Больной ли вопрос? Анимация. Она есть. И она живет вот именно возле этого бассейна. Кстати, возле этого бассейна с 12 часов дают мороженое. Мороженое химическое, но тем не менее вкусное. А, чтобы я вам на видео сказал? Да, давайте Я немножечко... так выгляжу стрёмно, честно. Сейчас Ладно, вы нормально выглядите. Да, Все хорошо. Я также выгляжу вы блогер абсолютно. какой-то? Я блогер на ютубе, да. Ничего Ну, как бы себе. по 20, по 100 тысяч собираем, да, просмотриков. Отлично, хорошо. Братанчик, по Давай. программе. Да. Просто нас
обычно днем не бывает, вечером мы тут гуляем, ходим, поэтому мы немножко не в курсе, что тут по программам вообще, что, во что играем, что вообще вечером. Хорошо, я расскажу. Скажите, это сейчас уже можно говорить? Мы уже пишем, да, все Ага, хорошо, всё окей. все работает, да. Доброе, бодрое утречко, дамы и господа. Меня зовут Богдан. Я спорт-аниматор в Альбатросе, Альбатрос Palace Fun Sun. Вот, у нас очень шикарная развлекательная программа. Утром начинается у нас в 10 утра. На синьке беседочке мы делаем йогу. Йога lesson, йога meditation. Это в 10. В 10:30 мы проводим чемпионат по дартсу. Вот у нас возле диджей-бокса есть такой синенький щиток. Мы проводим там чемпионат по дартсу. В 11 часов в бассейне мы делаем акваэробику, акважим со спортс-инструктором мистером Богданом. Это я. Также потом у нас небольшой перерыв, потому что у нас пик жары. Переключаемся на обеденную программу. 3 часа у нас боли-дэнс, либо латинские танцы. Вот на синенькой беседочке, вот у нас здесь. 3:30. Вот возле заборчика мы проводим нашу семейную игру в бочу. 4 часа, 16:00 на пляже, вот на этом поле мы играем в волейбол. Организовываем команды и играем за первенство нашего пляжа. В 4:30 фитнес на той же беседочке, которая была указана ранее. Вот, это будет утренняя и обеденная программа. Вечером у нас в 18:45 в амфитеатре мы крутим мультики. В 20:15 для деток у нас мини-диско. И у нас в 9 вечера все время, каждый вечер вечернее шоу в амфитеатре. Сегодня у нас караоке. Приходите, будем петь песни. Также, ребятули, 12 ноября на улице, это значит, что сегодня в 11 вечера мы собираемся на ресепшене и едем на концерт диджея Смэша. Прямиком в Шарм-эль-Шейх, клуб Тадж Махал. Билеты есть, все есть. Добро пожаловать. Классно. Спасибо огромное, спасибо большое. Вот так. Счастливо. Вот так вот у нас происходит анимация. Я надеюсь, что вам стало чуть-чуть понятнее, потому что, честно говоря, мы уже после 12 с отеля уезжаем, и мы были немножко не в курсе мероприятий. Теперь, я надеюсь, что вам стало немного понятнее. Вот примерно так выглядит вечерняя программа. Конкретно это для детей программа. Там бар, это сцена. Здесь все сидят и наслаждаются представлением. Есть большой теннис и площадка с мини-гольфом. По всей территории отеля установлены камеры, даже в помещениях. Это еще один плюс в копилку безопасности этого отеля. А вот это вот самые дальние корпуса и самые новые корпуса, где расположен наш номер. Номер я вам покажу, мы сейчас туда пойдем, посмотрите, сами все увидите. Номер, конечно же, шикарнейший. Когда мы заселялись в отель, человек с ресепшена сразу сказал, что: ребята, номер не будет с видом на море, но зато это будет номер на 3-м этаже, как я и просил, и в новом корпусе. Вы увидите, вам понравится, он тихий и очень хороший. И мы пошли его смотреть. И с первого раза было 100% попадание именно в то, что нам и было нужно. В общем, вот такие вот современные штуки. Не беспокоить, пожалуйста, убрать комнату. Заходим в номерочек. Номер новый, конечно же, та же система, что и везде. Свет включается по карточке. Но если ставить туда карточку от полотенца, то все это прекрасно работает. Начнем, конечно же, с обзора ванной и туалета. Все прекрасно, уборщик уже все тут убрал. Скажу вам, что мы тут уже неделю живем, поэтому будет небольшой срач. Так вообще тут очень чисто. Куча гелей для душа, мыла и так далее. Есть работающий фен и дополнительное зеркало. Что касается помещения самого душа, оно очень большое. Это вам не Греция, где я даже весь полностью не залез. Комплект полотенцев присутствует. Мыло в дозаторе. Да и сама душевая установка вполне себе непростая. Вода льется даже отсюда. В номере есть сейф, куча полочек. Мебель новая. Огромное количество вешалок, где все войдет. Даже ваша зимняя шуба, в которой вы прилетите. Есть полочка для чемоданов и гигантская огромная плазма. У каждой кровати тумбочка. И, конечно же, что интересно, 2 USB розетки. Ну и одна обычная. Номер новый, номер чистый. К тому же это новый корпус. Есть чайный набор и ставят воду. Также есть холодильник. Но холодильник не работающий. Чистоту белья вы можете оценить сами. Конечно же, есть кондиционер, новый, работающий, не такой шумный, нагоняет через 5 минут
ужасно холодный воздух. Вы уже тут чувствуете себя на Северном полюсе. Ну, давайте теперь выйдем, попробуем выйти на балкон, посмотреть на вид. Кстати, стекла здесь затемненные. Есть сушилка и, конечно же, 2 стульчика. Второй стульчик я забрал внутрь помещения, чтобы посидеть за компьютером. Потому что в номерах есть Wi-Fi. И Wi-Fi очень хороший. Даже можно смотреть YouTube в качестве Full HD. Единственное, в 5, в 6, 7 часов вечера, скорее всего, все приезжают с экскурсий, приходят с пляжа, залезают посмотреть видосики на YouTube, и этот Wi-Fi начинает жутко страшно тормозить. Но для бесплатного Wi-Fi это очень даже неплохо. Вот так вот выглядит вид с нашего номера. Учитывая ступенчатую структуру отеля, с этой стороны это 2-й этаж, с другой стороны это 3-й этаж. Ну и фактически это 3-й этаж, на который мы и поднимаемся. Улица очень тихая. Никакой звук не доносится, да и к тому же в 11 часов наступает идеальная тишина. Все дискотеки закрываются. Для тех, кто хочет продолжения, милости просим в Шарм-эль-Шейх, в центральную его часть. Вот она, 2-я граница отеля. И вон там продолжение того самого променада. И именно в ту сторону вам нужно идти, чтобы дойти до этого вот райончика магазинов. Есть такое прекрасное понятие, как закусочный бар, снэк-бар, где вы можете поесть, ну, практически тогда, когда закрыты основные отели. То есть тут концепция all-inclusive. В принципе, голодными вас точно не оставит. Вот он так выглядит. Там, пожалуйста, напитки, пивасик, другие вещи и, конечно же, пицца. Пообщался немножко с ребятами, которые заведуют экскурсиями на яхтах и сертификация ПАДИ, то есть это сертификация аквалангистов на погружение. На камеру почему-то они общаться не захотели, но в 2 словах ситуация следующая. Сдать на ПАДИ это 4 дня и $300, туда входит также и документ, карточка ПАДИ. Что касается яхты, если вдвоем VIP-яхта будет стоить $400, если вы хотите в группе, там Белый остров, Рас Мухаммед, то за такую экскурсию они хотят $60 с человека в группе. Поэтому, если у вас есть желание, вот так вот выглядит центр водных развлечений. Приходите и платите денежки. Что касается туалетов и всяких баров возле пляжа, их тут тоже огромное количество. Туалеты чистые, с бумагой, их постоянно убирают, пополняют бумажку, выносят мусорники. В этом плане никаких претензий нет. Например, вот так вот выглядит бар на пляже. Как видите, из пивасика здесь есть фараон. Но, честно говоря, мне больше нравится Стелла. И вроде как Стелла тут тоже есть. В плане напитков алкоголь здесь местного производства. Я его, честно говоря, не пробовал. Кто пробовал, отпишитесь в комментариях. Но когда-то давно, когда я употреблял алкоголь, алкоголь в Египте очень плохого качества. Что касается пивка, здесь легенький, светленький лагерь. С пивом тут никогда не было проблем. Пиво тут очень легкое, вкусное. Кто любитель светлого лагеря, тот не разочаруется. Это наш прекрасный работник пляжа. Отличный человек. Всегда нам помогает. Классно. В этом отеле также есть релакс-зона 18+. Конечно же, многие ее не соблюдают, всем просто плевать, и они приходят сюда с детьми. Но стоит отдать должное, работники пляжа подходят к таким людям и обращают их внимание на то, что это зона без детей. 50 сантиметров глубина, это значит, что мы дошли до детского бассейна. Вот он вот так вот выглядит. Конечно же, там что-то починяют, убирают. Я знаю, что у вас будет вопрос насчет теплоты воды. Нет, этот бассейн не подогревается. Но в любом случае, это Египет, и вода здесь точно будет теплой. Жемчужина данного отеля – инфраструктура для детей. Огромное количество водных аттракционов. И даже целый аквапарк. Сейчас я вам его покажу. Сейчас еще очень рано, поэтому тут никого нет. Но буквально через полчаса тут начнется движуха. Аквапарк крутой, интересный, много двигающихся элементов. Например, когда набирается вода вот в эти ведра большие, то они опрокидываются на отдыхающих. Вот именно вот самое большое ведро это тут. Когда опрокидывается оно, они, например, вот эти маленькие, то всем конец. И вот так он выглядит с этой стороны. Лягушатник буквально там несколько сантиметров. И, конечно же, там видно море. 120 сантиметров глубина и гордость этого отеля. Это аквапарк для взрослых. Прекрасная голубая чистейшая вода бассейна, не чистят. И вот так вот выглядит аквапарк для взрослых. 3 трубы здесь, 3 дорожки здесь и труба для спуска
на надутых камерах, буквально там. Как обычно, куча спасателей, поэтому вы можете абсолютно ни о чем не переживать. Для детей тут вообще сделано буквально все. Есть детский клуб, есть детская анимация, то есть есть детский стол. Я его, конечно, забыл вам заснять, но поверьте мне, он там есть. Там мясо и что-то еще на пару, то есть там много позиций. За аквапарк этому отелю однозначный, безоговорочный зачет. Подводя итоги, хочется сказать следующее. В самом начале этого видео было понятно, что я этот отель буду хвалить. Тут хорошо буквально все. Персонал на высоте, качество еды на высоте. За весь отдых мы ни разу лишнего не посидели в туалете. Все проблемы решаются. Отличный пляж и с кораллами, и с песочным заходом, и с коралловым рифом, и понтоном. Место расположения, конечно, так себе. Рядом с отелем особо ничего нету, надо ехать на такси. Но есть прекрасный променад, который охватывает многие отели на береговой линии. Есть анимационная программа, ненавязчивая. Есть хороший номерной фонд. Короче говоря, тут есть все для прекрасного отдыха. Спасибо вам за просмотр и приятного дня.